Castle – одна из первых классических серий, вышедшая в свет в конце 70-х, когда только начали появляться тематические наборы. Серия активно развивалась до конца 20 века и, сделав пару попыток переосмысления, ушла на покой к концу нулевых. Но вот, в начале 20-х мы увидели некоторый движ в виде сначала кузницы, потом замка из набора Креатор 3 в одном, а уже следом и ГВП по лесным людям из 80-х. И к 22 году появился он – замок рыцарей льва. И всем привет! С вами Денчик и его крепость. Пафосно объявляю, что сегодня у меня обзор на самый большой набор из тех, что я имел удовольствие собирать. Набор 10305 состоит аж из 4500 деталей. Набор был выпущен в августе 22 года и приобретен мной в октябре 23. Но все это время стоял на полочке. Не уверен, что я купил бы его за полную стоимость, но у меня была скидочка за накопленные в магазине баллы и желание купить что-нибудь такое грандиозное. До этого я копил баллы на кран, но как-то в нем разочаровался. Я сам замковую тематику очень люблю, всегда восхищался всякими разными каменными укреплениями и в книжках, и в кино, и в играх, да и в виде игрушек. В контексте Лего, конечно, тоже. У меня на канале уже можно было увидеть несколько небольших наборов. В детстве я мечтал о наборах из каталога 2000 года, там прям был заметен хороший игровой потенциал. Но сам я в итоге ничего не имел. У одного из моих друзей по садику был какой-то набор из 90-х, кажется, это был набор 6075 «Башня волчьей стаи». Я не уверен точно в номере набора, это давно было, да и играли мы с ним в полумраке из-за того, что там был светящийся в темноте призрак. Вот такой. Собственно, призрака, как и волшебника, я купил как раз из-за детских воспоминаний еще в ту пору, когда увлекался только лего-техник. И считал обычные кубики чем-то зашкварным. Ой, даже помню, как на свидании в парке Горького рассказывал девушке, что да, увлекаюсь лего, но это не эти вот детские кубики, а взрослый лего-техник, механизмы и мужская энергия. Хотя серия Castle в целом этой энергии полна. Укрепление, оружие, мрачноватые стереотипы о средневековье. Все это у нас есть как и в серии в общем, так и в сегодняшнем наборе. Хотя если смотреть на минифигурки из этого набора, то можно спорить о том, насколько тут все по-мужски. По традиции сначала посмотрим на коробку. Набор максимально старается выглядеть классическим, но у него это не очень получается. По оформлению здесь много отсылок. Полоска, на которой раньше писали Legoland, желтый дизайн коробки, фигурки с намеком на ретро. Но сам по себе замок слишком массивный, да и по дизайну он достаточно современный. Из-за размера коробки некоторые детали сразу бросаются в глаза. Это не первый юбилейный набор, который у меня есть. У меня были небольшие ГВП по Блэктрону и лесным людям, 2,5 Galaxy Explorer, и в коробке и наборе Galaxy Explorer ретро-вайбы ощущаются гораздо сильнее, при том, что я не был владельцем оригинальных наборов по старому космосу. На обратной стороне мы можем увидеть внутренности замка в разложенном виде, и это тот еще кукольный домик. Такого фарша точно не снилось ни замках из 90-х, ни уж тем более их старшим братьям. На верхней грани можно найти изображение всех входящих в набор фигурок. Это явно сильный ход. Набор с 2 десятками фигурок стоит еще поискать. Из того, чем еще отмечается закрытая коробка, информация о количестве деталей, рекомендуемом возрасте и о том, что набор юбилейный. Также забавным фактом, заметным из будущего, можно назвать изображение набора рыночной площади 2009 года. В 2024 году вышел набор средневековой площади. Возможно, это был намек на то, что он в разработке. Открытая коробка встречает нас описанием фракций. И самое забавное — это местные зеленые. Они у нас теперь в первую очередь хранители леса. А уже потом преступники, но благородные. Никаких вам злодеев и серой морали. Вся надежда только на подрастающее поколение. В центре коробки мы видим, как девочка меняет братика на козленка. У меня, кстати, была заготовлена еще шутка про коробку. Я сначала прочитал, что набор называется «Замок короля льва» и хотел вставить мем с заслуженным артистом СССР Олегом Павловичем Табаковым о том, что король-то не настоящий. Но потом все-таки прочитал название нормально. В самой коробке все стандартно. 2 комплекта деталей на 26 шагов. Пакет пока еще не соответствует принципу «один пакет, один шаг». Инструкция поделена на 2 части. При этом вторая часть будет потолще. Каждая книжка, кстати, отвечает за отдельные половинки замка, так что набор можно собирать на пару с кем-нибудь, а уже потом соединиться друг с другом для окончания. Наклеек в наборе нет, но есть тканевые элементы.
пара флагов и накидка. В целом, больше смотреть тут не на что, разве что можно глянуть в начало инструкции, где у нас освещена история серии и показан мужской коллектив, трудившийся над данным набором. И можно приступать к сборке. Собирается замок не быстро, у меня ушло примерно 3 полных вечера человека, работающего из дома. Сборка требует некоторой сосредоточенности из-за обилия похожих фрагментов и наличия монотонных стен. Но в целом стены меня напрягли чуть меньше, чем скалы в ДНД, например. Все же сборка скорее интересная, хоть и местами монотонна. Но в целом не успевает надоесть. Прикольных мелочей хватает и как в плане интерьера, так и в плане техник сборки. И если подобную подгонку скошенных пластин я уже встречал, то незакрепленные перевернутые детали в оформлении выносных элементов, по сути просто прижатые соседними блоками, я вижу впервые. В наборе также есть несколько механизмов, мельница, мост и решетки 2 ворот. Вообще, все время сборки меня не покидало ощущение, что мой замок какой-то маленький, и несмотря на то, что я уже видел чужие замки в интернете и вживую. И я уж было смирился с тем, что чужие замки выглядят массивнее, но магия произошла, когда я соединил половинки. Вот уж действительно, где главное не размер, а умение пользоваться. За счет крепления под углом и добавления небольшого сегмента с мостом конструкция начинает выглядеть серьезнее. Давайте смотреть на серьезность в деталях. Но сначала глянем на то, что у нас остается за пределами замка. В частности, это небольшой отряд черных соколов, судя по всему, прибывающий в замок. Мне очень понравилась вот эта фигурка, которая несет на себе припасы. Вылитый я с 50-литровым рюкзаком, когда мы с друзьями пошли немного прогуляться по городу. Лидер отряда восседает на лошади, и у него есть длинный черный меч. Непривычно. В таком цвете деталь встречалась всего в 3 наборах, не считая этого. К замковым обитателям также не относится вот этот вот мужик с вилами. На мой скромный взгляд, персонаж колоритный, да еще и с телегой. И я, кстати, тоже колоритный персонаж с телегой. Подписывайтесь. А в телеге, судя по всему, птичье молоко. Ну и формально не относятся к замковым обитателям наши лесные жители. Однако, почему формально, мы скажем чуть позже. Теперь сам замок. В сложном состоянии мы имеем кучу серых стен, довольно неплохо сдобренную разными дополнительными цветами. Так, чтобы набор выглядел весело и не выгонял в тоску по эпохе Light Grey. Тут вам и вода, и зелень, и дополнительные элементы не из камня. Самый крупный такой элемент – это вот такой домик, расположенный на стенах. За пределами стен выделяется дерево, на котором, кстати, можно полакомиться медом, и колесо водяной мельницы. Сами стены в пиковых точках переходят в башенки, и я для себя обозначил 3 штуки, 2 отдельных и 1 в виде укрепления над воротами. Кстати, о воротах. К ним идет каменный мост, к которому в свою очередь примыкает мост подъемный. Каменный мост, как по мне, сделан на сдачу. Тут явно можно было сделать что-то в стиле, хотя бы подъема к воротам из форта Эльдорадо. Кроме основных ворот у нас есть еще одни. Я бы сказал, что это ворота для вылазок. Они малозаметны снаружи, и путь к ним перекрыт водой. Хорошее место, чтобы темной ночью небольшой творческий коллектив незаметно выбрался на прогулку. Ну, или чтобы впустить кого-нибудь, не привлекая внимания к основным воротам. А теперь давайте заглянем внутрь. Во-первых, как мы уже сказали, во время сборки замок разделяется на 2 части, а каждая часть внутри себя раскладывается. И в сумме мы получаем офигеннейшую панораму средневековой жизни. Начнем мы с меньшей части. Во-первых, тут мы можем увидеть скрытое в недрах скалы убежище, предназначенное, судя по всему, для разбойников. Там явно можно весело провести время, а ночью выбраться во внутренний двор замка и устроить диверсию. За стеной убежища у нас находится кухня с неплохой детализацией. Из серьезных кухонных девайсов у нас тут печь и жарнов для помола муки, приводимый в движение водяным колесом. Кухонная кладовая меня не удивила. Этажом выше мы можем наблюдать столовую для господ с камином и клавесином. Вот так люди кушали, слушая живую музыку и глядя на огонь, когда ютуба не было. Такая она. Романтика средневековья. Из столовой мы можем попасть во двор, в котором у нас местный филиал Союз Печати, но так как книгопечатный станок еще не изобрели, можно насладиться лопухом. Приятная мелочь, которую оценят обладатели больших багетов, в отличие от набора того же замка, крейтор, местный батон надежно зафиксирован. Этажом выше у нас покой королевы. В отличие от других помещений замка, даже имеется дверь. Обставлено все мило, но мое внимание привлекла кровать. Очень похоже на приспособление для фиксации частей тела, знаете ли. Отгоним от себя мрачные мысли. На обратной стороне спальни у нас отсылка к самому первому Лего замку.
И тут мы подходим к моменту, которым примечательна вся эта секция. Это изящный механизм по удлинению стены. В случае, если мы захотим развернуть замок в панораму, лишняя часть стены свернется. И наоборот, в цельном формате стена удлиняется и оформляет изгиб. Вроде и простой механизм, но интересный и чертовски приятный. Ну и золотую лягушку нам тут зачем-то положили. Я быдло и прикола не понял, моя лягушка будет дальше. Вторая половина замка имеет ответную часть для скрытой малины лесной братвы. И здесь мы можем найти проход под висячий мост. Вот он, путь в замок. Рядом с этим проходом у нас обнаруживается еще один перевалочный пункт лесного братства. Ну а чтобы коменданту крепости жизнь совсем медом не казалась, у нас имеется еще и тайный проход в темницу. И это еще не все. В замковую тюрьму есть еще один тайный ход. Но есть нюанс. Ход тайный только для гостей замка. И вот что будет, если у кого-то под носом закроются ворота. Гостей доставят прямиком в темницу. Она у нас на 2 камеры, и одну из камер по умолчанию занимает скелет. Тюрьма делит помещение с небольшой кладовкой. Ярус выше выделяется только тем, что на него заходят оба легальных входа в замок. Ну и стоило для королевской лошади тут. Гостевого паркинга у нас не предусмотрено. Выше у нас караульное помещение, и тут у нас полно разного снаряжения. Стойки все легко снимаются, что для игры удобно. Но самое важное тут не это. И даже невозможность кидать тяжелые камни на головы тех, кто пытается взять боковой вход. А замковый сортир. Вопрос гигиены, особенно во время осады, дело важное. Поэтому лучше эвакуировать нечистоты за пределы замка. И, собственно, под клозетом у нас находится коричневая лягушка. Лягушка ли это? Хотя у меня как-то случай на природе был в Ленобласти. Ладно, может и не лягушка. В любом случае, проверять, трансгрессирует ли оно в принца, я бы не стал. Так или иначе, снимая шляпу перед дизайнерами, шутки про фекалии есть высший уровень элитарной культуры. Вот он, настоящий 18+ контент просочился. Ждем наборов про приключения туристов в таксофонах Лего Сити. Ну и все. Выше только верхушки башен, не ко всем из которых у нас подвели лестницы, кстати. Я не эксперт по крепостным укреплениям, но замок крайне непригоден для реальных боевых действий. Тут вам и деревянный покой королевы, выставленный как мишень для трибушета. И мост расположен таким образом, чтобы с него было удобно карабкаться на скалу и стену за ней. Про то, что нет никаких условий для гарнизона, ни казарм, ни трактира, я уже молчу. Но это все душнилово. Если вы таки эксперт по средневековью, идите и стройте свои замки и не мешайте нам, детишкам, тут играть. А играть тут есть кем. 21 фигурка на коробке, как мы помним. И ко всему этому еще есть скелет, вол, пара коней, козлик, 3 лягушки, птичка и летучая мышка. Посмотрим сначала на условно-нейтральные фигурки: служанка, ремесленник, колдун и селянин. На колдуне, как по мне, сэкономили. По фракционной принадлежности у нас большая часть фигурок — это рыцари льва. Принты схожи, но головы и экипировка добавляют разнообразие. Рыцарей черного ястреба у нас всего 3, как и разбойников. Но у разбойников одна фигурка ребенок, как и у хозяев замка. Учитывая, какой у нас перевес в пользу рыцаря льва, хотелось бы увидеть хотя бы средний набор с черными ястребами, чтобы хоть как-то уравнять шансы на поле боя. У лесников вон есть хотя бы набор убежища. Мне кажется, даже с этим дополнением получится разыграть максимум сценарий, в котором лесные мужчины нахально пользуются неприкрытой дырой под мостом. То есть набеги и партизанщина. Ну или колдун откроет портал и призовет демона, который сокрушит стены. И, кстати, я вспомнил, что пару черных соколов можно сыскать в наборе кузницы. Там они сидят в телеге, прям как Игорь и Арсений в нашем чате. Да, и еще одна фигурка сокола-лучника из 90-х у меня есть. Правда, без лука, значит, будет командиром. Но на какую-то реалистичную баталию рассчитывать точно не приходится. Даже для просто адекватной зрелищности нам нужно хотя бы примерно равное соотношение фигурок разных фракций. А в реальном замке соотношение обороняющихся и осаждающих могло отличаться на порядок или даже 2. Видимо, придется таки докупать набор с крепостью соколов из серии Бриклинг в дополнение к этому набору. Ведь набор явно займет свое место на полке, сразу как я это самое место найду. Он хорош и как полочная модель, и как кукольный домик, и, может быть, даже как фрагмент игровой сцены. Да и к тому же, как полочный набор, он весьма плотный. Например, он значительно меньше того же вокзала, на который мы смотрели примерно год назад. Про какие-нибудь американские горки я вообще молчу. Из наборов в больших коробках это, наверное, самая приятная покупка за последние пару лет, а может быть и дольше. Хотя за официальный прайс я бы его брать все еще не рекомендовал.
ищите скидки. В РФ на маркетплейсах в момент написания обзора он стоит чуть больше 30 тысяч рублей. Bricklink предлагает сходные цены, но там доставка, коробка весит больше 6 килограмм и достаточно объемная. Свободного места там не очень много, но оно есть. Как ресурсник набор тоже хорош, особенно если вы начинаете увлекаться замковой темой. Тут достаточно фигурок, оружия и разнообразных деталей для строительства своих замков. При этом детали разнообразны и достаточно дискретны, даже крупных пластин по минимуму. А значит, вариативность сборки будет высокой. Альтернативные модели на том же Rebrickable, кстати, есть, но самые популярные моки предлагают не ломать оригинал, а расширять его, что лишний раз говорит о том, что набор действительно вышел неплохим. Пишите в комментариях о том, какие еще наборы хотели бы увидеть на моем канале. Глядишь, меня что-нибудь да зацепит, и я разорюсь на очередной ретро-набор по замкам. Из несобранного современного у меня есть площадь, но, думаю, обзор на нее будет не скоро. Надо бы сменить тему, да и подождать, пока ко мне приедет старая площадь из 2009 года, купленная на Авито. Да и еще нужно будет время, чтобы ее восстановить. А пока я сам пойду восстановлюсь, для новых роликов увидимся.